Добрый день, уважаемые зрители! В связи с многочисленными вопросами представляем вашему вниманию фрагмент из передачи «Экспертное время», в котором Дмитрий Александрович говорил о проведении подготовки к созданию нового проекта «Спецалмаш». Строительство завода по производству продукции выполнены по лицензии и технологии, разработанным в Совалмаш. Приятного просмотра! Проект «Совалмаш» выйдет на этап нормального функционирования, на рабочий режим. И уже никакие инвестиции туда привлекаться не будут. Он начнет работать. И часто задается вопрос: Дмитрий Александрович, а что дальше? Что дальше? Вот на вопрос, что дальше, два ответа. Либо удовольствуемся тем, что есть, либо реализуем следующий проект. Как реализовать следующий проект? Ну вот, честно говоря, когда первые начинали, я думаю, что мало кто, кроме меня, представлял путь, по которому придется идти. Сколько было неопределенности, невозможно было даже просчитать результаты. Как это? Ну, допустим, стать участниками, резидентами особой экономической зоны. Лотерея. Еще какая? Лотерея, да. Бизнес-план с приемлемыми и реальными цифрами создать. Лотерея. Проект, здание вот такое, который сейчас вот красавец стоит, да. Он же с нуля делался. С нуля? Все с нуля абсолютно, да? И вот сегодняшний день, когда мы подошли к сегодняшнему этапу, у нас с вами уже есть опыт. И нам надо действовать, исходя из этого опыта, потому что еще раз, очертя голову, прыгать в омут нет необходимости. Потому что тогда о нас никто не знал. Можно было бы там создать акционерное общество, там, сделать YouTube-канал, выйти вот с такими вот и начать вещать. Что бы из этого получилось? Да ничего не получилось. Более чем уверен. Поэтому нужны были определенные механизмы. Но сейчас, да, уже другая ситуация. Мы, например, обладаем чем? Проект есть, который можно доработать, да? Есть. Затраты на него понесены? Понесены. Если же его сейчас актуализировать под новое, можно? Легко. Можно, да? Нелегко, конечно. Ну, нелегко, но можно, да, можно использовать, наработки есть. Бизнес-план есть. Можно его взять за основу? Можно. Нас уже в департаментах знают. Еще как. Знают. Мы знаем, нас уже более-менее знают. И мы можем уже стартовать с других позиций. И можем создавать уже другой проект. И создавая другой проект, мы уже обладаем некой базой. Поэтому срок, соответственно, уже не вот эти 3 года, которые мы стартовали. Но, правда, нельзя умалять заслугу этих лет. Мы смогли, благодаря именно инвесторам, сформировать некий объем средств финансовых, что сыграло колоссальнейшую роль, потому что, когда спросили, а кто из бугров вы строить собрались, да? А чем вы располагаете? Выписку счета раз, а там деньги. Ты пришел не с пустым кошельком. Это играло громаднейшую роль в принятии положительных решений в реализации проекта. Поэтому мы уже все это знаем, мы все это умеем. И следующий проект, если стартовать, у нас стартовые условия уже более благоприятные по сравнению с теми, что были в 2017 году. Но, однако, это не гарантирует стопроцентный успех. Все равно это остается венчуром. Но, тем не менее, это вот так. Какой же проект реально сейчас начинать? Учитывая опыт
взаимодействие с китайцами, там, с местными, с российскими, со многими-многими другими, ясно и понятно, что нужно свое товарное производство. Поэтому нужно производство продукции, выполненные по лицензии и по технологии, и по документации, разработанной в Соволмаше. С условием, что это предприятие, которое создается, будет делать это и выплачивать лицензионные платежи в Соволмаш. И вот я не скажу, что это будет гермафродит, да? Самоудовлетворяющий. Но во всяком случае, два таких юридических лица будут обеспечивать стабильность. Это более устойчиво, потому что вот карандаш поставил так, не стоит. Да. А если на 3? Еще Устойчивость состоит. Самое устойчивое. Даже на 4 так. Поэтому ясно, понятно, что есть в этом смысл. Коллеги, я изложил свою точку зрения. Теперь, что для этого надо? А для этого надо понимать. Вот мне, в частности, хотелось бы понимать. А есть ли желание и готовность инвестировать во второй проект? Так что затевать это мероприятие, вот как тогда было, да, ну не очертя голову, но да, там было на что полагаться, опираться. Это, естественно, благодаря Сергею Семенову. Вот нельзя тут умолять и там рассказывать там какие-то небылицы, нет. Как это было сделано, что сделано, ну, была уже определенная связь с лицами, готовыми инвестировать. Было. И это дало стартовые условия. Поэтому, когда пытаются там говорить, что я там на Solar Group бочку качу, не, ребята, я говорю, есть улей, дает мед, да? Но бывает труднее, бывают те, которые кусаются, которые ты берешь, и такой, ну, зараза, да, такая-то. Но это не значит, что ты весь улей, там, я уже говорил, берешь и напалм обжигаешь. Извините, видите? Тын-тын-тын. Плюс, да, вау. Вот. Поэтому было так. Сейчас же у нас пока есть deadtime. Почему я сейчас именно об этом говорю? Потому что нам надо будет оценить, а есть ли готовность и понимать, а какой буфер можно будет набрать до старта, до начала строительства, сколько можно будет набрать инвестиций, накопить их, при условии, что, допустим, если не накопились, да, можно будет обратный реверс сделать. Да. Возврат, да? Если накопились, тогда приступаем. Потому что, я же говорю, очертя голову, здесь уже нет смысла кидаться. Но при этом риски у людей уже совершенно другие. Совершенно другие. Да, в сравнении можно сказать, что они минимальны, ну, если сравнивать. Да. Именно в таком контексте. Да. В таком контексте тогда да.